все любят хачапури, а вот это хачапури на закваске вы полюбите и еще больше. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Вы будете очень и очень довольны. Вечером достаем закваску из холодильника и подкармливаем ее. И завтра мы будем готовить чудесные хачапури на закваске. Подробнейший рецепт приготовления этой закваски есть на нашем канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылку в описании. И также ссылка будет в правом верхнем углу. Для того, чтобы подкормить закваску, нам понадобится 50 мл обычной воды и 50 грамм муки. Итак, добавляем сюда 50 мл воды и 50 грамм муки. Теперь это все хорошенько перемешаем. Оставляем закваску до утра при комнатной температуре. Наша закваска оживет, и завтра мы сможем ее использовать. Наступило утро, закваска ожила, и самое время готовить наше тесто на закваске. Запомните вот этот чудесный рецепт приготовления теста на закваске. Здесь у меня 350 мл обычной воды комнатной температуры. Добавляем 100 грамм закваски. И перемешаем это все. На это количество закваски и воды добавляем 500 грамм муки. Мука у меня высшего сорта. И обязательно муку просеивайте, пожалуйста. Теперь нам нужно только вот это все перемешать, чтобы образовалось тесто. Можете использовать ложку, можете рукой, как вам удобнее. Как вы заметили, соли на этом этапе добавлять не нужно. Закончила замешивать рукой. Вот и все. Посмотрите, пара минут и все готово. Теперь это тесто накрываем пленкой и оставляем примерно на 1 час, чтобы произошли необходимые реакции, которые называются ферментация. И затем мы добавим соль и замесим окончательное тесто. А закваску накроем крышкой и поставим в холодильник до следующего раза. Прошло пару часов, я была занята, поэтому я не смогла через час, как я планировала, добавить соль, но ничего страшного. Берем вот так вот неполную столовую ложку, примерно 10 грамм. Вмешиваем эту соль в наше тесто. Посмотрите, какое тесто. Видите, какое воздушное. Хорошенько перемешайте, чтобы соль равномерно распределилась. Из этого теста получатся прекрасные хачапури, прекрасные осетинские пироги. Пицца будет чудесная из этого теста. Я хорошенько вмешала соль в тесто. Теперь под конец добавим вот так вот на ладошку растительное масло. Тоже перемешаем все хорошенько. И на этом все. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Теперь накроем опять пленкой и дождемся, пока оно увеличится опять в размере примерно в 2 раза. Прошел час с небольшим, и посмотрите, как наше тесто хорошо подошло. Когда вот такое липкое тесто, можете смочить руки холодной водой и разомните это тесто. Посмотрите, какое чудесное тесто получается. Можете использовать это тесто прямо сейчас, а можно накрыть опять и поставить в холодильник на медленную ферментацию. Итак, ставим в холодильник и используем, когда нам понадобится. Можно через сутки или даже через 2. Результат вас порадует. Запомните, что тесто на закваске, чем дольше оно доходит, тем лучше будет результат. Сутки наше чудесное тесто на закваске простояло в холодильнике. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось, видите?
Я приготовлю большой хачапури, примерно килограммовый, поэтому я возьму 500 грамм теста и 500 грамм начинки. Вы помните, что равное количество должно быть начинки и теста. Или же начинка должна быть чуть больше, но не меньше ни в коем случае. 450 грамм здесь, поэтому я возьму 450-500 грамм начинки. И получится как раз чудесный хачапури, чудесного размера. А из этого теста я сделаю хлеб. Здесь у меня 500 грамм. При формировании теста для хачапури обязательно используйте дополнительно муку, пожалуйста. И посмотрите, как легко формировать хачапури. Сформировали, откладываем. И второе тесто также для хлеба мы то же самое сделаем. Так как тесто только что из холодильника, поэтому дадим ему постоять и согреться до комнатной температуры. Накрываем и оставляем. Пока тесто отдыхает и согревается до комнатной температуры, подготовим начинку. Посмотрите, здесь у меня моцарелла, вот такая тертая уже, и вот такой сыр фета. Моцарелла напоминает сулугуни, а фета напоминает адыгейский сыр. Сейчас мы это все вместе хорошенько перемешаем, и начинка будет готова. Берите любые сыры по вашему вкусу. Главное, чтобы сыры были мягкие или же средней жесткости. Твердые сыры сюда в начинку не подойдут. Можете также добавить сюда сливочное масло немного. Хорошенько это перемешать, и начинка для хачапури будет готова. Посмотрите, какая дождливая погода сегодня в Лондоне. И, конечно же, в такую погоду кушать горячие хачапури прямо с печки будет одно удовольствие. Округляю эту начинку. Здесь у меня 550 грамм. Начинка для хачапури готова. Прошло около 1 часа. Наше тесто отдохнуло, согрелось. И теперь можно приступать к выпеканию. Как вы помните, здесь у меня 550, а здесь 450 грамм. Из этого я выпеку хлеб, а вот из этого теста я буду лепить вкусный ароматный грузинский хачапури. Обязательно используйте муку при работе с этим тестом. Смотрите, что я делаю, и повторяйте то же самое. Это очень просто, абсолютно никаких проблем не должно у вас возникнуть. Теперь, смотрите, добавляем на середину нашего теста начинку. Напомню, что начинки у меня здесь примерно 550 грамм. И теперь осталось собрать вот эти концы нашего теста в середине. Тоже очень и очень просто, как вы видите. Видите? Вот так, так, так. Собрали и соединяем в середине это все. И теперь нужно вот так вот прижать наше тесто, чтобы получилось тоненькое хачапури. Используйте муку. Можно помочь себе скалкой. Вы видите, все очень просто. Теперь я вам очень рекомендую. Возьмите бумагу для выпекания, положите на какую-нибудь большую доску и переносим это хачапури вот сюда. Бумагу возьмите хорошую, которая не липнет к хачапури. Это очень важно, чтобы потом ваш хачапури не прилип к этой бумаге. Теперь в середине сделайте вот такую небольшую дырочку, чтобы во время выпечки хачапури не раздулось. Ставим в горячую, разогретую до максимальной температуры. У меня это 240 градусов. До готовности у меня занимает примерно 10-15 минут при 240 градусах. Теперь подготовим хлеб для выпечки. Как я уже сказала, я буду делать обычный хлеб округлой формы.
Прошло около 15 минут. Наше хачапури готово. Отряхните излишнюю муку, пожалуйста. И снизу, посмотрите, хорошенько пропеклось. Пока ваше хачапури горячее, обильно смажьте сливочным маслом. Все любят хачапури, а вот это хачапури на закваске вы полюбите и еще больше. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. Вы будете очень и очень довольны. Приятного вам аппетита! Посмотрите на это чудо. Ну кто сможет отказаться от такого? Готовьте и кушайте на здоровье. Приятного вам аппетита. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные рецепты в будущем. Спасибо вам за просмотры. Непосредственно перед тем, как поставить ваш хлеб на выпечку, сделайте вот такой вот надрез на нем. И все, ставьте в духовку и выпекайте при температуре 200 градусов. А вот и наш хлеб. Посмотрите, какой чудесный хлеб получился. Видите? Тоже на закваске. Я выпекала минут 35 вот этот хлеб. Готовьте и кушайте на здоровье. Ну и как? Вкусно? Фантастически. Фантастически? Фантастически. Божественно.